Они знали, куда она направляется, и один из рыцарей сказал их предводителю, что им не стоит идти за ней в лес. Предводитель удивился и спросил, почему. Рыцарь объяснил, что логово повелителя зверей находится глубоко в лесу, и по слухам он ненавидит людей и жестоко нападает на всех, кто приближается к его логову. Предводитель засомневался, сказав, что в такие истории трудно поверить. Но тут подошла группа рыцарей и сказала, что один из жителей деревни видел злую женщину. Они бросились в другую сторону, надеясь найти ее, а девочка спряталась за деревом. Когда наступила ночь, девочка вошла в лес, думая про себя: «Прости меня, Наталья, что я ушла, не объяснившись, но пока я жива, я уверена, что вернусь». Внезапно она не смогла закончить свою мысль, упала на землю и, прежде чем потерять сознание, заметила в 100 метрах от себя дом. На следующее утро перед домом сидел странного вида молодой человек и читал газету. Он читал о злой женщине из соседней страны и думал, действительно ли она сбежала из страны. Вдруг он почувствовал что-то странное в лесу и пошел посмотреть, что происходит. Он увидел, что вокруг чего-то собрались животные, и подошел, чтобы найти девочку, которая потеряла сознание прошлой ночью. Он поднял ее, чтобы отнести домой, и заметил, какая она легкая. Он подумал, что она, должно быть, сбежала от похитителей. Тем временем один из рыцарей, преследовавших ее, наблюдал за ней из-за дерева. Мальчик заметил рыцаря и с молниеносной скоростью телепортировался к нему за спину. Как только рыцарь услышал голос мальчика, он бросился на него с мечом, но мальчик ловко увернулся. Мальчик узнал в рыцаре одного из личных охранников королевской семьи и спросил, что он здесь делает. В этот момент появились другие рыцари, и их командир сказал: «Отдай нам женщину. Она опасная преступница, опозорившая нашу страну». Мальчик посмотрел на девушку и спросил: «Правда?» Командир пообещал: «Если ты отдашь ее без сопротивления, тебе ничего не будет. Но если ты будешь нам мешать, мы тебя не простим». Мальчик ответил: «Понятно, понятно. В таком случае я отказываюсь». Рыцарь выхватил меч и напал, но мальчик снова увернулся, сказав: «Если мне придется выбирать между вами и этой бедной девушкой, я определенно выберу ее. Вы просто кучка подонков». Командир сказал рыцарям, что мальчик не может пользоваться руками, поэтому они должны воспользоваться моментом и быстро его победить. Внезапно мальчик применил магию льда и мгновенно заморозил их ноги. Все рыцари упали на землю, не в силах пошевелиться. В этот момент мальчик показал себя командиру, который был потрясен, увидев его наполовину белые, наполовину черные волосы, и спросил: «Ты тот повелитель зверей, что живет в этом лесу?» Все рыцари были ошеломлены и нервничали, но мальчик сказал: «Нет, ты ошибаешься. Я великий повелитель зверей и одним магическим приемом победил их всех в мгновение ока». Затем он подчинил их своей магией и потребовал, чтобы командир рассказал ему все. Командир сказал, что они искали девушку, но внезапно потеряли ее из виду и решили, что на нее напал монстр. После этого они решили вернуться и доложить о случившемся. Оказывается, что это чудовище подстроило все так, чтобы они ушли. Он приказывает им немедленно покинуть замок, и они возвращаются в свою страну. Чудовище думает, что скоро их разум придет в норму, но они ничего не вспомнят. Он приводит девушку к себе домой, чтобы она отдохнула и восстановила силы. Он задается вопросом: неужели это та опасная преступница, которую все ищут? Не могу поверить. Он снова смотрит на газету и видит, что она совершила преступление, раскрыв заговор в королевстве Нус. В этот момент девушка просыпается. Чудовище предлагает ей лекарство, но она с подозрением спрашивает, кто он такой. Он не отвечает и просто говорит, чтобы она выпила лекарство. Она соглашается и выпивает его. Он спрашивает, что с ней случилось и почему она упала в обморок. Она объясняет, что заблудилась в лесу и увидела вдалеке замок, поэтому попыталась дойти до него. Он говорит ей: «Не волнуйся, ты сейчас в этом замке». Затем он говорит, что она Шарлотта Эванс, вторая невеста принца Носа. Она нервно отвечает: «Нет, это не я». Он успокаивает ее: «Не волнуйся. Я могу понять, когда люди лгут, а ты не лжешь, Шарлотта». Шарлотта начинает плакать, и чудовище пытается ее успокоить, спрашивая, что случилось. Она говорит ему: «Ты первый, кто мне поверил». После того, как она немного отдохнула, он спрашивает, как она себя чувствует. Она отвечает, что хорошо, и он спрашивает, почему ее изгнали. Она объясняет ситуацию, и мы возвращаемся в прошлое, на королевский праздник, где кто-то объявляет, что у него есть заявление перед началом торжества. Они зовут Шарлотту, и все в замешательстве, не понимая, кто она такая. Кто-то в толпе говорит, что она дворянка, которая уже много лет помолвлена с принцем Сесилом. Ходят разные слухи о прошлом Шарлотты. В этот момент принц обвиняет ее в злых деяниях, перечисляя множество ложных обвинений, но, к сожалению, никто не сомневается в его словах. Принц приказывает арестовать ее за измену, и Шарлотта в шоке. Он также разрывает их помолвку и приказывает стражникам отвезти ее в тюрьму. Шарлотта умоляет принца поверить ей, говорит, что она ничего плохого не сделала, но, похоже, принц просто хочет от нее избавиться. Он улыбается, когда стражники уводят ее. Шарлотту сажают в тюрьму, и мы возвращаемся в настоящее. Повелитель зверей думает, что, похоже, принц подставил ее. Он либо не хотел жениться на Шарлотте, либо у него был кто-то на примете. Шарлотта благодарит его за то, что он поверил ей и помог, но говорит, что не хочет больше его беспокоить и должна сбежать, пока ее не нашли. Повелитель зверей перебивает ее, спрашивая, хорошо ли она убирается. «Как видишь, у меня с этим плохо. В доме беспорядок. Как насчет того, чтобы поработать на меня?» Шарлотта, нервничая, отвечает, что может убираться,
как любой нормальный человек. Он говорит: отличный ответ. Я дам тебе работу здесь, в моем замке. С этого момента ты будешь моей горничной. Будешь вести хозяйство, а я буду тебе платить. Плюс у тебя будет трехразовое питание и перекусы. У меня есть свободная комната, так что твое проживание не будет проблемой. Шарлотта говорит: вы меня слышали? Я преступница, меня разыскивают. Повелитель зверей делает паузу и отвечает: правда? Я живу в глухом лесу, поэтому мне не приходится иметь дело с людьми. Затем он рассказывает, что в прошлом его предал кто-то из близких, как и ее. Она сочувствует ему и говорит: вас тоже? Это так грустно. В этот момент он представляется как Эллен. 3 года назад он присоединился к группе искателей приключений, но они использовали его, чтобы взломать печать на храме и украсть сокровища, которые искали. А потом бросили его перед толпой монстров, потому что хотели только использовать его. Шарлотта, чуть не плача, говорит ему, что это ужасно, когда тебя предают друзья. Эллен удивляется ее реакции и спрашивает, почему она так расстроена и так наивна. Она поверила его истории без всяких сомнений. Эллен воодушевляется и говорит, что в то время ему никто не мог помочь, поэтому он не может оставить ее одну. Он думает, что у них много общего. Шарлотта ценит его заботу, но настаивает, что из-за нее у него будут проблемы, и не может принять его предложение. Эллен отвечает: хорошо, я поняла. Вот мое последнее предложение. Он щелкает пальцами и говорит: я наложил на себя смертельное проклятие. Оно не снимется, пока ты не согласишься работать на меня. Если ты не согласишься в течение 3 минут, мое сердце остановится. Шарлотта очень нервничает, и Алан говорит ей: лучше принимай решение быстрее, иначе из-за тебя погибнет невинный человек. Это заставляет Шарлотту наконец согласиться на его предложение. Позже мы видим, что Шарлотта начинает работать по дому и заканчивает удивительно быстро. Алан замечает это и очень впечатлен ее работой, говоря: трудно поверить, что ты из благородной семьи, не говоря уже о доме герцога. Шарлотта отвечает, что раньше помогала по хозяйству. Алан думает про себя: я бы понял это по ее грубым рукам, когда спасал ее. То, что она благородная леди, это просто титул. Она больше похожа на служанку. Затем Шарлотта говорит: я только пол помыла. Ты сам все остальное сделал с помощью магии. Алан отвечает: ну да, потому что все это было бесполезно, и я жег это. Шарлотта добавляет: ты еще помог мне с уборкой, а потом спрашивает: я правда здесь нужна? Алан успокаивает ее: конечно, нужна. Ты же видела, в каком состоянии был особняк? Я ужасно убираюсь. Если бы я был один, то вообще бы не стал убираться. Шарлотта улыбается и говорит ему: не стоит этим гордиться. Он просто отвечает: ну, это правда. Затем она спрашивает: ладно, что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала? Он говорит ей: пока ничего. Просто делай, что хочешь до ужина. Удивленная Шарлотта спрашивает: ты не боишься, что я что-нибудь украду? Он отвечает: не волнуйся об этом. Я вчера ходил в город за покупками и купил кучу вещей, так что денег в доме все равно нет. Она извиняется: мне жаль, что тебе пришлось покупать вещи из-за вчерашнего. Алан уверяет ее: не волнуйся, это называется первоначальными вложениями. Так что теперь можешь спокойно читать книги в библиотеке или заниматься садоводством на улице, чем захочешь. В этот момент Алан направляется в библиотеку, Шарлотта идет за ним, и она поражена количеству книг в библиотеке. Алан говорит ей: мне нужно закончить кое-какую работу, так что не мешай мне. Шарлотта уже не так радуется библиотеке, боясь его побеспокоить, и тихо уходит. Алан думает про себя: я не могу видеть, что кому-то нужна помощь, и не помочь, но я не хочу, чтобы она чувствовала себя обязанной мне. Со временем она устанет от меня и уйдет, потому что я не умею общаться с людьми. Затем он проверяет работы студентов из магической академии, упоминая, что студенты называют его монстром с красной ручкой. Время идет, и Алан, сам того не замечая, уже наступает ночь. Он встает, чтобы включить свет, и, обернувшись, с удивлением видит Шарлотту, сидящую на полу позади него. Он спрашивает ее: что ты здесь делаешь? Она отвечает: разве ты не говорил мне делать все, что я захочу? Я просто пытаюсь починить деревянный пол. Алан еще больше удивляется и спрашивает: кто вообще этим занимается в свободное время? Затем он спрашивает Шарлотту: у тебя есть какие-нибудь хобби, Шарлотта? Она отвечает: нет, у меня нет особых увлечений. Алан спрашивает: так чем ты занималась в свободное время дома? Она говорит ему: если бы я не училась быть невестой, я бы убиралась и раскладывала одежду. Раньше у меня никогда не было свободного времени. Алан ошеломлен и думает про себя: это так грустно. Но почему она улыбается, когда говорит это? Что тебе нравилось в обучении на невесту? Или что-то еще? Шарлотта отвечает: мне это совсем не нравилось. Меня всегда ругали за ошибки. Алан говорит ей: все в порядке. Просто расскажи мне о каком-нибудь счастливом моменте из своей жизни. Она рассказывает ему, что 2 месяца назад ее младшая сестра Наталья подарила ей кусочек фрукта. Он был немного испорчен, но я никогда раньше не ела ничего подобного, поэтому была очень рада. В этот момент Алан замечает, как изменилось выражение его лица. Он глубоко тронут ее историей и думает, что даже у короля-монстра были счастливые моменты в академии. Ему очень жаль Шарлотту. В этот момент Алан решает научить Шарлотту радоваться как ребенок. Он идет в магазин и возвращается с кучей покупок, чем удивляет Шарлотту. Она спрашивает: что это? Ты же говорил, что у тебя больше нет денег. Алан успокаивает ее: не волнуйся, я продал свои магические инструменты за большие деньги.
Помнишь, я говорил, что научу тебя веселиться, как ребенок? Она отвечает «да». Но ты имеешь в виду озорное веселье, как у детей? Он уточняет, я имею в виду радость и удовольствие. Вот о чем я говорю. Затем он достает кучу сладостей, напитков, шоколадок и всяких вкусностей. Шарлотта в восторге, но сначала отказывается пробовать, потому что никогда раньше не ела таких вещей, только видела на больших банкетах. Алан убеждает ее попробовать, и она плачет от радости. Он успокаивает ее. «Пока я с тобой, я всегда буду заботиться о том, чтобы ты была счастлива». Той ночью Алан был полон предвкушения, что Шарлотта попробует все то, чего ей не хватало, будь то еда или что-то еще. На следующее утро Алан просыпается за своим столом, понимая, что заснул там. Он не помнит, когда это произошло, но по крайней мере у него появились интересные идеи. Он сделал небольшую тетрадь, в которой записал шалости, которые придумал за ночь, думая, что Шарлотте они понравятся. Но потом он вдруг понимает, что эти планы сделают счастливым только его, а не Шарлотту. Поэтому он выбрасывает тетрадь и решает, что ему нужно лучше все обдумать. В этот момент в библиотеку заходит Шарлотта и здоровается с ним. Алан говорит ей, что заснул за столом, а она отвечает: «Ты всю ночь работал? Я видела, как ты зевал раньше. Кстати, если не высыпаться, это вредно для здоровья». Алан отвечает: «Ладно, пойду посплю. Ты иди позавтракай без меня». Шарлотта говорит: «Хорошо, я тебя разбужу к обеду». Алан благодарит ее. Затем он спрашивает: «Что у тебя в руках?» Она отвечает: «Это метла. Я собираюсь подмести у входа в особняк». Алан говорит: «Здорово, что ты этим занимаешься, но ты уже убрала все места, которые я просил. Зачем ты убираешь здесь? Я тебя не просил». Шарлотта объясняет: «Я в долгу перед тобой, поэтому решила, что могу быть полезной». Алан думает, она действительно усердно работает. Он говорит: «Ладно, но не переусердствуй сегодня утром». Шарлотта отвечает: «Все в порядке. Я привыкла к этому». Эйлин удивленно спрашивает: «Ты каждый день убирала в особняке герцога, когда жила там?» Шарлотта улыбается и ничего не отвечает, а Алан думает, у них, наверное, было много слуг. Если они заставляли ее убираться, то должно быть, чтобы помучить. Похоже, они обращались с ней даже хуже, чем со слугами. А теперь она изгнана из страны за преступление, которого не совершала. Это так несправедливо. Он злится за нее, и это видно по лицу Алана. Шарлотта, заметив это, нервничает и желает ему хорошего отдыха перед уходом. Когда она уходит, Алан думает, она никогда не говорит плохо ни о ком, даже о своей семье или бывшем женихе, глупом принце, который ее подставил. «Если бы это был я бы раздавил их всех». Он продолжает размышлять о мыслях и чувствах Шарлотты по поводу ее семьи и всего, что они с ней сделали. Вдруг он слышит шум снаружи и выбегает. Он с удивлением видит девушку-кошку, стоящую рядом с Шарлоттой. Шарлотта удивляется, как испуганно выглядит Алан, и говорит: «Это новая горничная, которую я недавно наняла». Девушка-кошка отталкивает Алана и радостно приветствует Шарлотту, говоря: «Наш девиз – скорость, безопасность и привлекательность». Шарлотта в замешательстве. Девушка-кошка представляется как Маэша, курьер из транспортной компании Сатира. Алан объясняет, что она доставляет почту, но Шарлотта все еще нервничает и не понимает, что происходит. Она приветствует мою Ашу и говорит: «Я не знала, что ты настолько богат, чтобы нанять горничную, король монстров». Шарлотта удивляется, когда узнает, что Алан повелитель зверей, и он подтверждает это, говоря: «Да, это мой титул». Маяча, заинтригованная внешностью Шарлотты, замечает, что она выглядит знакомо, потому что появлялась в газетах. Шарлотта нервничает, и Алан думает, что она как будто в чем-то признается. Алан хочет применить к Маэше магию, но она быстро уверяет его, что беспокоится ни о чем, так как транспортная компания Сатира занимается только доставкой товаров клиентам. Алан благодарит ее за то, что она ничего не сделала, но Маэша делает вид, что не понимает, о чем он говорит. Она объясняет, что королевство Насер находится за пределами их зоны обслуживания, поэтому они никак с ним не связаны. Алан спрашивает, что бы произошло, если бы королевство было в их зоне обслуживания. Выражение лица Маяши меняется, и она говорит, что не знает. Это говорит Алану о том, что при таких обстоятельствах все могло быть гораздо хуже. Затем они заходят в дом, где Маэша вручает Алану коробку с зельями. Алан отдает их в магическую лавку в городе и просит Маэшу доставить их осторожно, чтобы не разбить ни один флакон. Маэша уверяет его, что ничего не разобьется, и говорит, что его зелья пользуются большим спросом из-за их высокого качества. Затем она спрашивает, почему Алан не живет в городе, говоря, что там он мог бы зарабатывать больше и легче. Но Алану не нравится город из-за большого количества людей, и ему там некомфортно. Маяха удивляется, что он до сих пор придерживается этой привычки, и говорит, что он еще молод и не должен навсегда отстраняться от людей. Это раздражает Алана, и он отвечает, что его личная жизнь никого не касается. Маяха говорит, что в городе его называют повелителем демонов из-за его устрашающего вида. Алан удивлен, но считает, что это естественно для такого могущественного колдуна с грозной внешностью.
Он вспоминает, что раньше дети приходили в его район, чтобы проверить свою храбрость, думая, что поблизости находится логово короля демонов. Затем он спрашивает Маяху, занимается ли ее компания доставкой по почте. Маяха подтверждает, что может доставить все, что он пожелает. Она дает ему каталог, и Алан некоторое время его изучает, прежде чем передать Шарлотте, говоря, что она может выбрать все, что ей нужно, потому что он не знает, что может понадобиться женщине. Шарлотта очень рада такому жесту. Она горячо благодарит его, обещая когда-нибудь отплатить за его доброту, ведь он не только заботится о ней, но и вчера угостил ее вкусной едой. Алан отмахивается от ее благодарности, говоря, что она может выбирать все, что захочет, иначе он купит все по каталогу. В конце концов, Шарлотта соглашается и выбирает то, что ей нужно. Маяха смеется над ситуацией, говорит Шарлотте, что она в затруднительном положении из-за Алана. Она шутит, что если Шарлотта хочет положить конец тирании короля демонов, то ей нужно дать ему пощечину. Майя игриво бьет Алана как боксерскую грушу, говоря, что это лучший способ снять напряжение и выплеснуть стресс. Внезапно у Алана появляется идея, и он смеется своим фирменным зловещим смехом. Он решает, что научит Шарлотту кое-чему. На следующий день Майя возвращается домой и вручает Шарлотте заказанные ею вещи. Алан замечает, что Майя привязалась к Шарлотте. Шарлотта говорит Алану, что ей доставили посылку. Они открывают коробку и видят в ней огромную сумку. Алан приоткрывает ее и отмечает высокое качество сумки. Майя спрашивает, что Алан собирается делать с сумкой, и Алан объясняет, что она для Шарлотты, а не для него. Шарлотта, удивленная, спрашивает, что находится в сумке. Алан открывает коробку и достает оттуда большую боксерскую грушу. Шарлотта спрашивает, зачем ей боксерская груша, думая, что это для физических тренировок, но Алан говорит, что она ошибается. Он объясняет, что груша нужна ей, чтобы выплеснуть свое разочарование. Он даже кладет на грушу фотографию ее жениха и дает ей перчатки, говоря, чтобы она била грушу изо всех сил. Сначала она колеблется, но Алан подбадривает ее, говоря, что не нужно все обдумывать, и что иногда, хотя терпение и важно, нужно выплескивать свой гнев, чтобы не сломаться от стресса. Шарлотта настаивает, что она не злится, но Алан не верит ей. Он говорит, что потратил время на то, чтобы найти эту фотографию и прочитать в газетах, как плохо они с ней обращались. Это его очень расстроило, потому что они забрали у нее все, растоптали ее достоинство и выслали из страны. Он спрашивает, как она может не злиться после всего этого. Несмотря на попытки Алана, Шарлотта остается спокойной, думая, что она должна быть благодарна своей семье за то, что они ее вырастили. Она не знает, как их ненавидеть. Алан понимает, насколько силен ее внутренний конфликт, и расстраивается, что его план помочь ей провалился. Он хочет, чтобы она испытывала к ним сильную ненависть, чтобы потом они смогли разоблачить заговор принцессы и жить долго и счастливо. Но Алан понимает, что залечить ее душевные раны будет невероятно сложно после всего, что ей пришлось пережить, и после того, как она привыкла подавлять свои чувства. Маяха вмешивается и говорит, что не любит вмешиваться в семейные дела, но предлагает пока оставить все как есть. Алан соглашается, хоть и неохотно, отмечая, что ждать, пока все наладится само собой, может быть не лучшим решением. Затем Алан подходит к Шарлотте и просит ее ударить его вместо боксерской груши. Шарлотта и Маяха в шоке. Они не могут поверить в то, что услышали. Шарлотта отказывается, говоря, что слишком многим ему обязана, чтобы когда-нибудь ударить его. Но Алан настаивает, говоря, что это не обсуждается и что она должна это сделать. Затем он использует свою магию, чтобы заставить перчатку, которую она носит, светиться, и управляет ее правой рукой, чтобы она ударила его со всей силы, от чего он отлетает в сторону. Шарлотта в панике бросается к нему, но Алан объясняет, что он использовал свою магию, чтобы направить ее руку и заставить ее ударить его. Он говорит ей, что она сильнее, чем думает. Алан уверяет Шарлотту, что всегда будет рядом, чтобы поддержать ее. Хотя этот дом не тот, в котором она выросла, она может делать здесь все, что захочет, потому что здесь она свободна. Шарлотта немного краснеет и ругает Алана за то, что он заставил ее ударить его, просто чтобы сказать это. Но Алан отмахивается, исцеляя свою рану с помощью магии, и говорит, что это всего лишь небольшой синяк, который легко вылечить. Несмотря на его целительную магию, Шарлотта все еще беспокоится и просит его больше так не делать, потому что она не может видеть, как ему больно. Алан обещает ей, что больше так делать не будет. Позже Алан извиняется перед Миахой за доставку боксерской груши, объясняя, что сейчас это кажется лишним. Миаха уверяет его, что не нужно извиняться, и шутит, что в будущем Алан и Шарлотта, наверное, закажут много других вещей, например, двуспальную кровать, кольца и детские принадлежности. Алан и Шарлотта озадаченно переглядываются, не понимая, что имел в виду Миаха, ведь им не нужны такие вещи. Тем временем фигура, прячущаяся в лесу, бормочет себе под нос, что теперь он один, и на этот раз не даст им сбежать. Мы видим, как Алан и Шарлотта сидят вместе. Алан спрашивает Шарлотту, что она будет пить, чай или кофе, но она говорит, что выпьет то же, что и он. Алан говорит, что собирается выпить отвратительный особый напиток, и спрашивает, не хочет ли она попробовать. Шарлотта молча выбирает чай. Затем Алан призывает ее в будущем быть более откровенной, но Шарлотта объясняет, что она просто выбирает напиток, а не принимает важные решения. Она рассказывает
рассказывает, что побег из дома был ее первым самостоятельным решением. Алан успокаивает ее, говоря, что она становится лучше, принимая собственные решения, и просит рассказать о чем-нибудь еще, что она хотела бы попробовать. Внезапно в окно влезает девушка и заходит в дом, говоря Алану, что она его нашла. Алан спрашивает, как она его нашла, и она объясняет, что это было легко, сузив область поиска благодаря пыльце, которую он оставлял на своих письмах. Она также спрашивала местных жителей, не знают ли они каких-нибудь странных волшебников поблизости. Шарлотта спрашивает Алана, кто эта девушка, но та быстро подходит к ним и представляется как Ирука Кроуфорд, стажерка-инженер-маг, но говорит, что они могут звать ее просто Ирука. Она также упоминает, что она младшая сестра Алана. Шарлотта удивлена, узнав, что у Алана есть младшая сестра, но он поясняет, что они не кровные родственники, так как его усыновила семья Кроуфорд, когда он потерял отца в юном возрасте. Шарлотта извиняется за то, что вмешивается в их семейные дела, но Алан уверяет ее, что это не проблема, и говорит, что они с Ирукой одного возраста. Ирука спрашивает, кто такая Шарлотта, и в шутку предполагает, что она девушка Алана. Но Алан и Шарлотта быстро опровергают это, и Алан говорит Ируке, что Шарлотте бы точно не понравилось быть с таким одиночкой и упрямым волшебником, как он. Ирука верит ему, но ей все равно интересно, кто такая Шарлотта. Алан небрежно рассказывает, что Шарлотту зовут Шарлотта, что она сбежала из соседней страны, и говорит, что нет смысла скрывать правду, потому что Ирука все равно узнает. Он рассказывает ей всю историю, и Ирука называет его дураком за то, что он не научил Шарлотту защищаться, а просто кормил ее и позволял избивать себя. Затем она подходит к Шарлотте и сочувствует ей, предлагая помочь ей, если понадобится. Алан спрашивает Ируку, зачем она пришла, и та отвечает, что изначально ее задачей было вернуть его домой, но теперь она хочет помочь Шарлотте и научить ее паре женских хитростей. Алан дразнит Ируку, утверждая, что он может научить Шарлотту лучше, чем кто-либо другой. Ирука возражает, что есть вещи, которым может научить только девушка, и они начинают спорить, а Шарлотта, оказавшаяся между ними, начинает нервничать. Они решают выяснить, кто лучше о ней заботится, устроив соревнование. Позже они отправляются в город. Алан накладывает на Шарлотту простое маскирующее заклинание, чтобы изменить ее внешность, потому что ее разыскивают. Он замечает, что заклинание идеально, но его нужно будет снять, когда они вернутся домой. Ирука, однако, считает, что Шарлотте больше идут черные волосы. Алан признает, что ему больше нравятся ее светлые волосы, потому что они ей больше идут. Шарлотта краснеет, но Алан не замечает, как его слова на нее действуют. Ирука решает отвезти Шарлотту в магазин, чтобы купить ей подходящую одежду. Пока Ирука и Шарлотта выбирают одежду, Алан вспоминает, как он жил в семье Кроуфордов. Он вспоминает, как Ирука часто играла с ним в шахматы, всегда проигрывала, но не сдавалась, и думает, что, возможно, так она пыталась с ним сблизиться. Ирука зовет Алана, чтобы он посмотрел на новый наряд Шарлотты. Увидев, как она красива, Алан на мгновение замирает, чтобы успокоиться. Шарлотта замечает это и спрашивает, все ли с ним в порядке, а Ирука просит ее примерить второй наряд. Когда Шарлотта уходит в примерочную, Ирука пользуется моментом, чтобы поговорить с Аланом. И спрашивает, что он думает о нынешнем положении в королевстве не раз, особенно о том, что происходит с Шарлоттой. Алан беспокоится, но уверяет ее, что им не нужно ничего предпринимать прямо сейчас. Ирука предлагает разузнать об этом через своих родственников, даже получить доступ в покои принца. Алан, однако, говорит, что в этом нет необходимости, хотя его интересует принц, и он задается вопросом, как Шарлотте удалось там выжить. Алан признается, что не может просто стоять в стороне и ничего не делать, и что он мог бы вторгнуться в страну, несмотря на мнение Шарлотты. Ирука замечает, что он никогда раньше так не заботился о других. В этот момент из примерочной выходит Шарлотта, пытаясь застегнуть платье на спине. Она просит Ируку помочь ей, и та кажется чем-то удивлена, но сохраняет спокойствие. Когда Шарлотта полностью одевается, Ирука просит Алана взглянуть на застежку на спине. Увидев шрамы на спине Шарлотты, Алан шокирован, но ничего ей не говорит. Вместо этого он кладет руку ей на спину и волшебным образом исцеляет шрамы, говоря, что застежка просто была неправильно застегнута, и он ее поправил. Он думает о том, как просто было это заклинание, и понимает, что Шарлотте не оказывали должного ухода во дворце. Хотя шрамы были небольшими, он чувствует, что за ними кроется что-то более серьезное, и приходит в ярость от того, как с ней обращались. Он поворачивается к Ируке и заявляет, что они должны уничтожить всех виновных, и просит ее помочь. Он говорит Шарлотте, что они просто избавятся от вредителей. Они продолжают идти по городу, и Алан предлагает купить Шарлотте разные вещи, хотя у него ужасный вкус. Несмотря на это, они покупают много вещей, и Шарлотте становится неловко от такого количества покупок. Она считает, что это слишком. Алан уверяет ее, что эти расходы необходимы для ее счастья. Шарлотта краснеет, и Алан, все еще не понимая ситуации, получает от Ируки выговор за свой плохой вкус. Большинство вещей, которые они купили, выбрала Ирука, что еще больше разжигает соперничество между братьями и сестрой. Они снова начинают спорить, но Шарлотта вмешивается и успокаивает
успокаивает их, говоря, что ссориться плохо. Они оба неохотно обещают больше не ругаться. Продолжая прогулку, они встречают мужчину в инвалидном кресле, которое выглядит очень изящно и волшебно. Ирука подходит к нему, восхищается высоким качеством изготовления кресла и узнает, что мужчина сделал его сам. Алан говорит, что Ирука одержим техникой и продолжает путь с Шарлоттой без нее. Алан заходит в ювелирный магазин и покупает Шарлотте украшение такого же цвета, как ее глаза. Он дает продавцу больше денег, чем стоит украшение, объясняя это тем, что оно сделано очень искусно. Шарлотта очень рада, когда надевает украшение, а Алан чувствует себя странно счастливым, но в то же время ощущает нависшее над ним проклятие смерти. Внезапно двое мужчин натыкаются на Шарлотту и ругают ее за то, что она не смотрит, куда идет. Алан злится и собирается использовать свою магию, но останавливается, вспомнив, что обещал Шарлотте не драться ни с кем. Он извиняется перед ними от имени Шарлотты, но они настаивают, что хотят провести с ней ночь. Один из них подходит к ней, но Алан хватает его за руку, ломает пальцы и бросает на землю. Второй мужчина, увидев своего друга на земле, достает магический меч, наполненный огнем, и нападает на Алана. Алан легко блокирует атаку, замораживает меч и наносит ответный удар. Толпа приветствует Алана, но он вспоминает свое обещание Шарлотте и извиняется перед ней за то, что нарушил его. Она говорит, что знает, что он сделал это ради нее, и что она никогда не будет его бояться. Алан доволен результатом, а Ирука, наблюдающая издалека, признает, что на этот раз проиграла. Внезапно к Алану подходит огромный железный человек и говорит, что слышал, как его люди подрались с ним. Алан подходит к железному человеку и спрашивает, не Мэгот ли он. Человек спрашивает, почему его это интересует, и Алан с радостью подтверждает, что это Мэгот. Он говорит, что чувствует ностальгию, ведь прошло уже 7 лет. Но Мэгот злится, утверждая, что не помнит, чтобы встречал такого человека, как он, и пытается напасть на Алана. Алан уклоняется от атак и напоминает Мэготу, что у него плохая память, представляясь Аланом Кроуфордом из Академии магии Афины. Мэгот в шоке и извиняется, понимая, что Алан – повелитель демонов. Он просит прощения за свою грубость. Люди Мэгота в замешательстве и спрашивают, почему он не нападает на Алана, ведь он легко мог бы его победить. Мэгот в ответ сердито бьет их. Ирука говорит Шарлотте, что их отец – глава крупнейшей магической академии в стране, и что ее брат окончил академию в возрасте 12 лет, став первым, кто это сделал, и сразу же стал преподавателем. Алан говорит Мэготу, чтобы тот поднял голову, ведь он не причинил никому вреда, но затем лукаво улыбается и намекает, что человек, который хотел навредить ему, очень дорог ему. Ирука и Мияша замечают, что Алан выглядит подавленным, и спрашивают, что случилось. Ирука подозревает, что между ним и Шарлоттой что-то произошло, и Алан удивлен, что она догадалась. Они спрашивают, не поссорился ли он с Шарлоттой, но он говорит, что дело не в этом. Мы возвращаемся в прошлое, когда Алан предложил Шарлотте заплатить за ее работу, ведь она уже больше месяца на него работала. Но Шарлотта отказалась от денег, сказав, что она только убиралась и не чувствовала, что хоть чем-то помогла ему. Алан заверил ее, что она прекрасно справляется с домом и садом, и что с тех пор, как она приехала, в его доме всегда чисто. Он настаивал, чтобы она взяла деньги. Когда она наконец согласилась, он сказал, что она может оставить их себе, но посоветовал потратить. Затем он спросил, не хочет ли она что-нибудь купить. Подумав, Шарлотта сказала, что хочет сама съездить в город. Вернемся в настоящее время. Алан размышляет об этом и говорит, что отправить ее одну в город все равно, что бросить кусок мяса в логово монстров. Он нервничает и не знает, что делать. Ирука удивлена его реакцией, ведь она ожидала, что Шарлотта будет переживать, что люди узнают ее настоящую личность, и это навредит Алану. Алан объясняет, что она быстро передумала, но он заверил ее, что все будет хорошо и просто, если они воспользуются его магией. Он сделал это только потому, что не хотел, чтобы она расстраивалась. Алан все еще волнуется, но Ирука и Мияша говорят ему, что есть простое решение проблемы. Затем мы видим, как Шарлотта впервые приезжает в город одна. Алан, Ирука и Мияша наблюдают за ней издалека, чтобы она их не заметила. Алан объясняет, что Шарлотта хотела приехать в город по какому-то делу, но не сказала по какому и сказала, что это секрет. Хотя это его беспокоило, Алан был рад, что у Шарлотты есть свои желания и независимость. Они продолжают наблюдать за ней, и кажется, что Шарлотта не может разобраться с картой. Миша предупреждает Алана, что если Шарлотта будет идти прямо, то окажется в опасном районе мертв, который контролирует банда Змеиный Клык. А их лидер Гроу – мастер по укрощению змей. Ирука спрашивает Алана, что им делать, и, подумав, Алан отвечает, что это первое приключение Шарлотты и не стоит лишать ее энтузиазма. Внезапно Алан вспоминает, что забыл кое-что сделать, и прыгает на крышу, оставляя ситуацию на откуп остальным. Маяша и Ирука продолжают наблюдать за Шарлоттой, замечая, что она вошла в опасный район мертв, не осознавая этого. Внезапно перед ней появляются Гроу и его банда. Но вместо того, чтобы напасть, они приветствуют Шарлотту и называют ее мисс Шарлотта, благодаря за то, что она проделала такой путь, чтобы навестить их.
Майша и Рука в замешательстве от происходящего. Затем появляется Алан и объясняет, что он пришел раньше них, сразился с бандой и приказал им хорошо обращаться с Шарлоттой. Шарлотта замечает, что все ранены, и предлагает им целебные зелья, говоря, что они могут выпить столько, сколько им нужно. Члены банды начинают плакать от ее доброты и обещают измениться и жить честно, а Шарлотта остается в полном замешательстве. Затем Гро спрашивает Шарлотту о ее связи с великим повелителем демонов. Шарлотта удивляется, что они знают его, и один из членов банды начинает объяснять, что сделал Алан, но Алан издалека угрожает ему. Шарлотта говорит им, что ее отношения с Аланом – это просто то, что он ее хозяин, потому что она живет в его доме. Алан слышит это и чувствует себя разбитым, обиженным и падает на землю. Банда говорит Шарлотте, что быть с повелителем демонов – преступление. Алан, услышав это, признает, что они правы. В конце концов, он злодей, которого все боятся, а Шарлотта – добрая девушка, которую все любят. Шарлотта поворачивается к Алану и говорит, что не понимает, почему они так говорят, ведь Алан благородный человек, и должно быть произошло какое-то недоразумение. Шарлотта заканчивает разговор с ними, прощается и уходит. Миша упоминает, что она продолжит свой путь, потому что в городе еще много банд, но Алан уверяет ее, что это легко исправить, и что он быстро возьмет под контроль весь район. И действительно, он делает именно это, захватывая все банды в городе. Позже он разговаривает с Мишашей, и она говорит ему, что Шарлотта, вероятно, не хочет знать, что он собирается делать. В этом случае Мишаша продолжит следить за Шарлоттой одна, а Алан будет ждать. Алан сидит с Ирокой, и видно, что он нервничает. Появляется Мишаша и сообщает ему, что Шарлотта закончила покупки. Алан спрашивает, все ли с ней будет в порядке, и Мишаша отвечает, что Шарлотта встретила одну из своих знакомых, поэтому сейчас она с ними и, вероятно, скоро вернется. Алан подходит ближе и спрашивает Мишашу, что именно купила Шарлотта, но Мишаша отвечает, что не видела, что она приобрела. В этот момент появляется Шарлотта с владельцем ювелирного магазина, у которого она недавно купила украшения. Шарлотта приветствует их и хвалит Алана, говоря, что он великолепен. Пока они шли, они встретили много мирных жителей, которые были счастливы, потому что благодаря Алану банды прекратили свою деятельность. Хотя Алан хотел защитить Шарлотту, он невольно помог и другим. Позже владелец магазина уходит, и Алан спрашивает Шарлотту, как прошла ее покупка. Шарлотта с восторгом рассказывает ему, что все было замечательно. Она достает два подарка, один для Ироки, а другой для Мишаши. Оба в восторге от подарков. Однако Алан чувствует себя иначе и, кажется, нервничает. Он спрашивает Шарлотту, подарила ли она ему что-нибудь. Шарлотта объясняет, что она искала что-нибудь, что могло бы ему понравиться, но ничего не нашла. Алан говорит, что если бы она подарила ему хоть что-то, даже такую мелочь, как почтовая марка, он был бы счастлив. Шарлотта отвечает, что она может починить его старое пальто, и просит его поговорить с ней, пока она будет его чинить. В этот момент Алан чувствует, как в его сердце зарождается какое-то странное чувство. Мы видим, как Алан и Шарлотта отправляются в путешествие в регион Юноха, расположенный на северо-востоке, примерно в 3 часах езды на машине. Шарлотта очень взволнована предстоящей поездкой, но издалека мы замечаем, что за ними наблюдают какие-то подозрительные люди. Сцена возвращается в их дом, где Шарлотта благодарит Алана за книгу, которую он ей подарил, потому что благодаря ей она многое узнала о стране. Она также говорит, что прочитала в книге Великой Академии, где учились Алан и Ирока. Алан говорит, что если бы она собрала всех, кто там учится, то их было бы столько же, сколько жителей на небольшом острове. Затем он спрашивает, есть ли еще места, которые она хотела бы посетить. Шарлотта листает книгу и находит место, куда хочет поехать, но стесняется сказать об этом Алану. Он уверяет ее, что это место станет их следующим пунктом назначения на завтра. Он спрашивает, нравится ли ей путешествовать, ведь такие девушки, как она, часто берут с собой много вещей. Шарлотта уверяет его, что это не так, и объясняет, что она просто в долгу перед ним, поэтому не хочет обременять его долгой поездкой. Она также признается, что больше всего ей нравится проводить время с ним в особняке. Алан знает, что она не лжет. Алан не хочет испортить Шарлотте настроение. Он просто хочет, чтобы она получила удовольствие от поездки, которой у нее раньше не было, и теперь уже ничего не изменить. Он спрашивает, обрадовалась бы она, если бы он взял ее с собой в путешествие, и говорит, что это будет веселое приключение, где они смогут попробовать местную кухню, посетить туристические места и отдохнуть на горячих источниках. Затем Алан спрашивает, куда бы Шарлотта хотела поехать, и обещает исполнить ее желание. Но Шарлотта все еще стесняется сказать ему. Алан шутит, что ему, наверное, придется снова заколдовать свое сердце, чтобы она согласилась, но Шарлотта настаивает, что он не должен этого делать. В комнату входит Майша, здоровается с ними и сообщает, что у нее есть посылка для их двухдневной поездки в Юноху. Вернувшись в настоящее, Алан уверяет Шарлотту, что это сельская местность, и ее объявление о розыске вряд ли сюда дошло. Он говорит ей расслабиться и не волноваться. Затем Шарлотта спрашивает, можно ли ей поехать с ним и почему он не взял вместо нее Ироку. Алан объясняет, что Ирока будет занята 2 дня, так что проблем нет. Издалека мы видим, что за машиной наблюдают Ирока и Майша. Ирока вовсе не занята.
Мы узнаем, что они используют деньги, присланные соседской ассоциацией, чтобы купить билеты на эту поездку. Они с восторгом наблюдают, как Алан и Шарлотта сближаются во время путешествия. Внезапно Алан чувствует странную дрожь, будто за ним кто-то наблюдает, но ничего не говорит Шарлотте, только упоминает, что они уже подъезжают к гостинице, где остановятся. Когда Шарлотта видит гостиницу, она узнает ее по описанию в книге и показывает Алану, объясняя, что это известный трехзвездочный отель. Алан спрашивает, планировала ли она заранее посетить этот отель. Шарлотта смущается и признается, что присматривалась к отелю, но отрицает, что это было частью ее плана. Алан подозревает, что она лжет, и начинает собирать информацию об отеле, отмечая, что он находится в уединенном месте и далеко от города. Шарлотта выхватывает у него книгу и умоляет перестать гадать, говоря, что это ее смущает. Алан решает прекратить расспросы, но хочет ее успокоить. Он говорит, что это хорошо, что она делает то, чего не могла делать в детстве. Он подходит ближе и говорит, что не будет смеяться над ней или подшучивать, если она захочет посетить это место. Он уверяет ее, что она может сказать ему, куда хочет пойти, и он ее проводит. Их встречает один из сотрудников отеля, который тепло приветствует их. Алан спрашивает, есть ли в отеле горячие источники, и сотрудник отвечает, что там не слишком многолюдно. Алан решает, что сначала они должны сходить к горячим источникам, а потом уже заселяться в номера, и Шарлотта соглашается с его решением. Сотрудник спрашивает, не пара ли они, что смущает и Алана, и Шарлотту. Они быстро отрицают это и спрашивают, почему она так решила. Сотрудник объясняет, что билеты предназначены для пар. Алан понимает, что Майша его обманула. Сотрудник предлагает им приветственный напиток в большом бокале, рассчитанном на двоих, но Алан, как настоящий мужчина, выпивает его залпом. Позже тем же вечером работник благодарит Алана за помощь и объясняет, что благодаря ему они продали в 3 раза больше мороженого, чем обычно. Алан скромно отвечает, что он всего лишь заморозил мороженое, и в этом нет ничего особенного. Работник спрашивает, есть ли у Алана планы на следующий день, и предлагает показать ему интересные места. Она упоминает места для дайвинга и холм, где можно увидеть фенрирских существ, хотя и предупреждает, что это может быть напрасно, потому что сейчас у них сезон размножения и их редко можно увидеть. Она также предлагает сходить в зоопарк. Шарлотта очень радуется, когда слышит про зоопарк, но быстро возвращается к своему обычному поведению. Алан это замечает и хитро улыбается. Они идут в свою комнату и с радостью обнаруживают, что она просторная и с видом на море. Однако они оба удивляются, увидев, что в комнате только одна кровать, и понимают, что им придется спать вместе. Готовясь ко сну, Алан замечает, что кровать очень удобная, но ему все равно трудно заснуть. Шарлотта признается, что тоже не может уснуть. Но Алан напоминает ей, что завтра им нужно рано встать, чтобы продолжить путешествие. Он использует на ней заклинание сна, и она быстро засыпает. Он некоторое время смотрит на нее, но потом использует еще более сильное заклинание сна на себе. В итоге заклинание усыпляет и их спутников, Маячу и Ираку, которые были за дверью. На следующее утро Шарлотта рассказывает Алану, что ей приснилась ее мама, как она и хотела. Алан рад за нее и мысленно говорит матери Шарлотты, чтобы она не волновалась, потому что он защитит ее дочь. Сцена меняется, и мы видим странное говорящее существо, похожее на бобра, которое размышляет, сможет ли Алан защитить Шарлотту. Алан и Шарлотта посещают волшебный зоопарк, где полно гигантских и разнообразных существ. Шарлотта спрашивает, не против ли Алан пойти с ней, потому что она не хочет, чтобы он постоянно ходил за ней по пятам. Алан уверяет ее, что это не проблема, хотя он и не ожидал, что ей так понравятся волшебные существа. Алан узнает, что Шарлотта всегда хотела побывать в контактном зоопарке. Она рассказывает, что читала о нем, когда была маленькой, и всегда хотела туда сходить. Алан воодушевляется и говорит, что они будут веселиться как дети, и предлагает ей попросить все, что она захочет. Но Шарлотта не хочет обременять его просьбами, и Алан снова накладывает на свое сердце заклятие, чтобы она заговорила. В конце концов, Шарлотта просит какие-то аксессуары, и хоть Алан немного смущен, он покупает ей то, что она хочет. Тем временем странное существо, похожее на бобра, окружено другими животными и заявляет, что им пора сражаться. Алан и Шарлотта заходят в контактный зоопарк, и Алан замечает капибару, ту самую, которую они видели раньше. Он немного знает о них, в том числе и то, что они свирепые магические существа, способные разрушить горы, если проголодаются. Сотрудница зоопарка подходит к Алану и говорит, что животные отдыхают в глубине леса, и ему не о чем беспокоиться. Алан благодарит ее, но, обернувшись к Шарлотте, видит, что она плачет. Она объясняет, что животные такие пушистые и милые, что она не может сдержаться. Они заходят в зоопарк, чтобы поиграть с животными, и Алан хочет сделать Шарлотту еще счастливее. Поэтому он использует свою способность общаться с волшебными существами и просит их поиграть с Шарлоттой в обмен на угощение. Животные соглашаются, соблазнившись предложением. Но когда Алан смотрит на Шарлотту, он с удивлением видит, что все животные уже собрались вокруг нее, а она ничего не делает. Они проводят вместе немного времени, и Шарлотта говорит Алану, что она была невероятно счастлива, а животные с любовью смотрят на нее из-за решетки. Когда
Когда Алан переводит их слова, он понимает, что животные угрожают ему, чтобы он не подходил к Шарлотте слишком близко. Алан обдумывает ситуацию и говорит Шарлотте, что в этом мире есть много видов магии и особых навыков, некоторые из которых требуют интеллектуальных способностей. Он приводит пример, объясняя, что его навык позволяет ему использовать невербальные заклинания, что является навыком высокого уровня. Затем он предполагает, что у Шарлотты может быть способность приручать волшебных существ. Он говорит ей, что это значит, что она может общаться с волшебными существами и даже управлять ими, и что она смогла очаровать всех животных без какой-либо подготовки. Шарлотта спрашивает, правда ли у нее есть такая сила, и Алан подтверждает, что это так, причем на высоком уровне. Он добавляет, что даже он с трудом может общаться с волшебными существами низкого уровня. Внезапно к ним подходит работник зоопарка и спрашивает, не дрессировщики ли они, и просит их помочь, потому что они не знают, что делать. Их ведут в другую часть зоопарка, где они встречают старика. Увидев Алана, старик узнает в нем члена семьи Кроуфордов. Он напоминает Алану, что они познакомились на публичной лекции в Академии магии, и рассказывает, что он директор магического зоопарка. Он просит помощи у Алана. Алан соглашается и спрашивает, в чем проблема. Старик объясняет, что ему лучше все показать самому. Старик открывает дверь, и они с ужасом видят перед собой Фенрира. Очевидно, что это существо сильно ранено, и они предполагают, что его, скорее всего, отделили от родителей и ранил браконьер. Алан думает, что эти существа находятся под угрозой исчезновения, и любой, кто причиняет им вред, должен быть наказан. Однако их убивают из-за меха и костей, которые ценятся для создания магических материалов. Директор объясняет, что это первый раз, когда им удалось поймать Фенрира, и никто из них не смог с ним поговорить. Поэтому они не могут подойти достаточно близко, чтобы использовать исцеляющие заклинания. Алан подходит к существу и пытается заговорить с ним, но Фенрир не слушает. Директор говорит Алану, что они много раз пытались с ним поговорить, но каждый раз безуспешно, и ни один укротитель не смог справиться с ситуацией. И тут входит девушка и сообщает, что к ним приближается мать Фенрира. Когда Алан думает об этом, он понимает, что Фенриру должно быть не меньше 100 лет, и для нее было бы невероятно легко разрушить город. В этот момент Алан решает, что он сам пойдет и остановит мать, пока она не разрушила город. Все вокруг удивлены его решением, но он успокаивает их, говоря, что это его специальность. Он также просит их держать гостей в саду в готовности. Позже он связывается с Шарлоттой и просит ее пойти с ними, но она отвечает, что не может просто стоять и ничего не делать. Она предлагает помочь, используя свои навыки дрессировки, и говорит, что если почувствует опасность, то уйдет. Затем она просит разрешения поговорить с щенком. Алан соглашается с ее планом и говорит, что она должна уговорить щенка принять лечение. После этого он разговаривает с управляющим и сообщает ему, что у Шарлотты есть природный талант к общению с животными, и предлагает ей поговорить с Фенриром. Управляющий соглашается, так как это рекомендация Алана. Затем мы видим, как Миша и Арока вливаются в общество, но вскоре они расстраиваются, когда слышат объявление об эвакуации в этом районе. Внезапно позади них появляется Алан и говорит, что знал, что они за ним наблюдают. Он озорно смеется и говорит, что теперь все в их пользу. Позже мы видим, как Алан стоит на утесе и наблюдает за существами Фенрира. Он отмечает, что всем, кто их увидит, должно повести. Затем он создает защитный барьер вокруг курорта, чтобы оградить его от них. Рент решает ненадолго заморозить существ, чтобы дать Шарлотте время. Но внезапно перед ним появляется огромный Фенрир, и он понимает, что это его мать. Она нападает на него и даже проглатывает целиком, но Алану удается сбежать с помощью магии. Он пытается поговорить с ней, но она не слышит его и нападает, отбрасывая его в сторону. Алану приходится использовать магию, но внезапно к нему обращается водяной кабан и говорит, что если он воспользуется магией, мать и ее сын никогда не воссоединятся. Существо представилось как Гиджитсу, водяной кабан, и сказала, что хочет спасти девушку, которую он заставил остаться с ним. Алан спрашивает, откуда Гиджитсу знает Шарлотту, и тот объясняет, что, сбежав из волшебного сада, он встретил Шарлотту и хотел сделать все, чтобы спасти ее. Но в этот момент появился Алан и увел ее. Когда Гиджитсу узнал, что Шарлотта невиновна, он понял, что должен защитить ее, уничтожив Алана. Затем Гиджитсу нападает на Алана, обвиняя его в том, что он тратит время на Шарлотту вместо того, чтобы попытаться спасти ее, называя это ленью. Он заявляет, что прикончит его, а затем уничтожит город Нера. Гиджитсу говорит, что убил существ Фенрира и забрал их детенышей, поэтому они не оставят его в покое. Алан Небраска понимает, что ему предстоит сразиться с армией существ Фенрира и водяным кабаном, и даже если он использует всю свою силу, он не выйдет из этой битвы невредимым. Но внезапно появляется Шарлотта и говорит Алану, что ей удалось поговорить с детенышем, и тот согласился на лечение. Алан очень рад и говорит, что она стала надежным человеком. Детеныш разговаривает со своей матерью, и когда Алан переводит их разговор, он узнает, что мать считала его охотником, но водяной кабан солгал ей.
Кабан говорит Шарлотте, чтобы она ушла от Алана, потому что он причиняет ей боль. Но Шарлотта отказывается и говорит, что Алан хорошо к ней относится, и она его не бросит. Затем Кабан решает забрать ее силой и нападает на Алана, но тот легко отражает удар, и Кабан падает на землю. Алан спрашивает, все ли с ним в порядке, и исцеляет его своей магией. Кабан признает, что удар был сильным, и просит Алана быть более откровенным в своих чувствах. Эпизод заканчивается тем, что садовник благодарит их за спасение и сообщает, что их машина готова. Перед тем, как они уезжают, фенрийские существа прощаются с ними. Шарлотта что-то вспоминает и спрашивает Алана о тех охотниках, которые сделали это с фенрийцами. В этот момент появляются Арока и Миаша и уверяют ее, что они поймали всех охотников. Когда Алан видит, что они не раскаиваются в содеянном, он накладывает на них защитные заклинания, позволяя фенрийцам напасть на них. Оказывается, одно из фенрийских существ хочет поехать с ними. Алан спрашивает, не будет ли оно скучать по своей матери. Садовник говорит ему, что существо может вернуться через час, так что для него это будет как визит к семье. Алан соглашается взять фенрийца по имени Лю домой и просит его всегда присматривать за Шарлоттой. Они садятся в машину, и мы видим, что с ними едет Гиджитсу, который говорит, что будет телохранителем Шарлотты, чтобы загладить свои прошлые ошибки. Но Шарлотта, кажется, не узнает его. После возвращения в замок, Шарлотта говорит Алану, что пойдет прогуляться с Лу. Алан, кажется, чем-то обеспокоен, и появляется Гиджитсу, говоря, что с тех пор, как Лу приехал, Шарлотта не так счастлива с Аланом, как раньше. Алан спрашивает, как долго Лу пробудет с ними, но Гиджитсу говорит, что Лу теперь часть семьи и останется сколько захочет. Алан возражает, говоря, что он не соглашался на это, но Гиджитсу советует ему не быть таким холодным, намекая, что Алан любит Шарлотту так же сильно, как и он сам. Алан немного извиняется, говоря, что просто заботится о ней, как любой другой член семьи, но Гадзитсу знает, что он лжет. Алан признается себе, что Гадзитсу прав. Ему грустно, что Шарлотта проводит с ним меньше времени, но он рад, что она нашла свое призвание в укрощении магических существ. Затем мы возвращаемся в тот вечер, когда они вернулись из региона Юнахана, и Шарлотта говорит Алану, что хочет научиться быть укротительницей магических существ. Алан рад, что у нее появилась цель, и обещает научить ее всему, начиная с основ. С тех пор Шарлотта усердно учится и быстро усваивает знания. Она каждый день повторяет уроки, как будто готовится к экзамену. В настоящем мы видим, как Шарлотта тренируется с Лу, легко преодолевая препятствия. Алан восхищен ее успехами и называет ее гением, гордясь тем, что она его ученица. Гадзитсу с сарказмом спрашивает, поэтому ли Алан называет ее драгоценной, и Алан раздражается, прося Гадзитсу вернуться в свой сад. Но Гадзитсу дерзко отвечает, что теперь это его дом. Шарлотта награждает Лу за старание, и когда Алан пытается погладить его, Лу внезапно пытается укусить его. Шарлотта ругает Лу, говоря, что нельзя кусать людей, но Алан успокаивает ее, говоря, что это даже хорошо. Это значит, что Лу слушается только ее. Затем Шарлотта спрашивает, как Гадзитсу так хорошо говорит по-человечески, и Алан соглашается, чувствуя, что здесь есть какой-то подвох. Гадзитсу объясняет, что научился говорить после того, как долго жил среди людей, поэтому и выучил их язык. Алан и Шарлотта удивлены, но не придают этому большого значения. Алан говорит Шарлотте, что ей пока рано использовать технику общения с чудовищами. Но Шарлотта подходит к нему и умоляет попробовать, и Алан неохотно соглашается, чтобы она не расстраивалась. Шарлотта начинает процесс, используя заклинания, и просит Лю сказать любое слово. И действительно, Лю начинает говорить, и мы понимаем, что он называет Шарлотту именем моей матери. Он очень рад, что наконец-то может говорить на человеческом языке, но очевидно, что Лю очень сильно ненавидит Алана. Через некоторое время мы видим, как Алан делает бассейн для Лю, чтобы тот мог в нем купаться. Алан просит Лю поблагодарить его, и Лю так и делает, но тихо, чтобы не потерять свою харизму. Мы видим, что Гуджутсу первым заходит в бассейн, и Алан кричит на него, говоря, что бассейн только для людей, а не для Лю. Гагетсу говорит ему, что это дискриминация по отношению к ним и свиньям. Внезапно Гагетсу превращается в очень красивую девушку и говорит Алану, что всегда хотела попробовать человеческую еду и видит в этом прекрасную возможность. Затем Шарлотта присоединяется к ним в бассейне, смеясь и играя, а Алан сидит снаружи, чувствуя умиротворение и счастье, желая, чтобы такие дни длились вечно. И испытывает те же эмоции, что и раньше. Он зовет Шарлотту и просит ее выйти из бассейна через некоторое время. Когда она выходит, то садится рядом с ним. Шарлотта благодарит его за все, что он для нее сделал, и говорит, что очень ему признательна, но Алан скромно отвечает, что он ничего особенного не сделал. И мог бы даже сделать ей аквапарк, если бы она захотела. Алан рассказывает ей, что предыдущий владелец дома не ценил большой сад, но, к сожалению, исчез. Он говорит, что 30 лет назад здесь жила странная фея,
которая держалась особняком и не любила общаться с людьми. Каждый день она проводила в библиотеке, словно заколдованная. Но однажды она исчезла. Некоторые говорили, что она спрыгнула со скалы и покончила с собой, потому что у нее не получалось проводить эксперименты. Другие говорили, что ее созданное чудовище съело ее, и грибы захватили ее тело. Из-за этих слухов Алан смог купить особняк по низкой цене. Но когда он смотрит на Шарлотту, то видит, что она очень напугана и понимает, что зашел слишком далеко. Шарлотта показывает на бассейн. Когда мы смотрим на бассейн, то видим, что Гугетсу спит, покрытый грибами. Алан идет проверить его, но с ним все в порядке. Алан замечает, что грибы растут из слива в бассейне, и вдруг из-под земли появляется женщина, кричит на них и обвиняет в краже ее грибов. Позже они сидят в доме, и девушка объясняет, что не хотела причинить им вред, и что они не собирались красть ее грибы. Алан спрашивает, кто она такая, и девушка представляется как Дороти. Алан замечает, что она живет здесь уже давно. Испуганная Шарлотта спрашивает, не призрак ли она, и от страха прижимается к Алану. Дороти удивляется, что они спрашивают, кто она такая. Алан говорит ей, что они живут в особняке наверху. Дороти в шоке. Она утверждает, что особняк на самом деле принадлежит ей. Алан догадывается, что она и есть та самая фея, которая исчезла 30 лет назад, и Дороти потрясена, узнав, что она пропала на 30 лет. Они поднимаются на крышу, и Алан говорит Шарлотте, что Дороти – редкий вид фей, почти мифическое существо. Гуджитсу также сообщает ей, что феи, подобные Дороти, могут жить, используя магическую энергию и воздух по меньшей мере 100 лет, не нуждаясь в еде и питье. Алан боится ее, потому что она бывшая владелица особняка, а значит, у нее есть законные права, и это для него юридический кошмар. Кроме того, Шарлотте некуда идти, поэтому он решает действовать. Он разговаривает с Дороти и предлагает ей продать ему особняк. Дороти хитро улыбается и соглашается, потому что предпочитает жить в подвале, а им разрешает пользоваться особняком. Она говорит Алану, что не хочет денег, ей нужна только его помощь, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Они заходят в особняк, и Алан спрашивает, в чем именно ей нужна помощь. Дороти говорит, что сначала хочет рассказать им историю. Она объясняет, что была писательницей, которая писала разные истории ужасов, мистические, о социальной справедливости, исторические, и была очень известна в этой области. Ее даже считали гением. Но однажды она захотела написать любовный роман, но ничего не могла придумать, а срок сдачи подходил, и она решила спрятаться в подвале. Алан удивляется и спрашивает, неужели она действительно пряталась в подвале 30 лет из-за чего-то подобного. Дороти говорит, что пряталась, потому что ее редактор был ужасным человеком. Услышав это, Алан сначала не хочет ей помогать, но она подходит к нему и угрожает ему особняком, и он соглашается помочь. Когда Алан спрашивает, чем они могут помочь, Дороти объясняет, что все просто. Она хочет, чтобы они притворились парой перед ней. Когда они это слышат, оба в шоке вскрикивают. Алан и Шарлотта начинают представление. Алан зовет Шарлотту, стоящую на балконе, и она прыгает вниз, а он ее ловит. Но Дороти останавливает сцену, потому что Алан использовал магию, чтобы поймать ее, и говорит, что ему было бы неловко нести Шарлотту на руках без магии. Дороти кричит на них, говоря, что они не могут флиртовать естественно, поэтому она подготовила для них сценарий, в котором спрашивает об их помолвке. Алан думает, что зря согласился на эту сделку, но ему приходится терпеть, чтобы вернуть особняк. Когда Дороти заканчивает говорить, Алан отказывается от задания, говоря, что Шарлотта не может флиртовать с тем, кого не любит. Но Шарлотта уверяет его, что это не сложно, ведь она делает это с ним, поэтому соглашается. Алан в шоке ударяется головой о стену, сильно разбив ее, и говорит, что чуть не погиб, и оказывает себе первую помощь. Шарлотта подходит к нему, вытирает кровь с головы, и Дороти довольна сценой и записывает ее в свой роман. Но Дороти знает, что если оставит все на них, то умрет от старости в ожидании, поэтому требует, чтобы они следовали определенному сценарию. Алан не хочет продолжать, но поскольку Шарлотте это нужно, он соглашается сделать это ради нее и спасти особняк. Дороти дает им новый сценарий, говоря, что он простой, и им нужно просто следовать ему. Когда они открывают сценарий, то с удивлением обнаруживают, что должны играть роль молодоженов. Они начинают играть, и Алан входит в дом и приветствует Шарлотту. Но Дороти останавливает сцену, говоря, что ему нужно улучшить свой акцент. Они повторяют сцену, и Алан поражен красотой Шарлотты, спрашивая, не хочет ли она принять ванну или поесть. Он не может продолжать сценарий и падает в обморок. Когда он приходит в себя, то кричит на Дороти, чтобы она исправила сценарий и запретила Шарлотте говорить такие странные реплики. Они продолжают играть, и Алан обедает с Шарлоттой, замечая, что она играет очень хорошо, как опытная актриса. Они начинают есть вместе, и Шарлотта называет Алана Алтан, но мы будем называть его Аал. Алан в шоке и выплевывает еду. Они прекращают съемку, и Алан спрашивает Дороти, что это за прозвище. Дороти объясняет, что поскольку они молодожены, то называть друг друга по прозвищам это нормально, и Шарлотту будут звать Шарлотта Тан, но мы будем называть ее Шарлотта. Дороти
говорит, что они закончили со сценарием для пары и переходят к сценарию для школы. Ей нужно больше людей для съемок, поэтому она просит помощи у Лу и Годжитсу. Они начинают сцену, где Алан школьный хулиган, а его девушку похитили. Он должен сразиться с Лу и Годжитсу, чтобы спасти ее. Алан вживается в роли с огромной магической силой, бьет их, понимая, что может победить. Затем он проверяет, как там Шарлотта. По сценарию он должен прикоснуться к стене и восхититься ею, но Годжитсу поднимается после удара и спрашивает, что для него значит Шарлотта. Алан разговаривает сам с собой, зная, что он просто играет, и все, что он говорит, будет частью сценария. Он объявляет себя защитником Шарлотты. Дороти прерывает его, спрашивая, почему он вышел за рамки сценария, ведь он должен был сказать Шарлотте, что она часть его сердца. Алан отвечает, что он импровизировал, и Дороти говорит, что все в порядке. Алан продолжает, говоря, что Шарлотта очень добрая, и если бы он был честен в своих чувствах, она могла бы почувствовать себя обязанной ответить ему взаимностью. Они сидят с Дороти, которая говорит, что следующий сценарий будет о Золушке. Алан раздражен и хочет поскорее закончить, спрашивая мнение Шарлотты. Увидев, что она взволнована, он тоже воодушевляется и соглашается на просьбу Дороти, взяв сценарий. Дороти объясняет, что Алан будет рыцарем на белом коне, Шарлотта печальной принцессой, а Годжитсу злой мачехой. Шарлотта начинает играть роль служанки во дворце, что напоминает ей о ее тяжелом прошлом. Годжитсу, как мачеха, обращается с ней грубо, говоря, что он уходит на вечеринку и ждет, что к его возвращению пол будет вымыт. После ухода Годжитсу появляется Лу, добрый волшебник, и говорит Шарлотте, что возьмет ее с собой на вечеринку. Он взмахивает волшебной палочкой, и Шарлотта превращается в прекрасную принцессу, и они отправляются на вечеринку. На вечеринке Алан приглашает ее на танец, и она с радостью соглашается. Они танцуют, и Шарлотта счастлива быть рядом с Аланом. В полночь Дороти останавливает съемку. Все хвалят игру друг друга. И Дороти спрашивает, готовы ли они к финальной сцене, где Шарлотта возвращается к своей обычной жизни, пытаясь забыть ночь с принцем, который будет повсюду ее искать. Они продолжают снимать, и Алан находит Шарлотту, обещая, что с ним она будет в безопасности и ей нечего бояться. Шарлотта импровизирует, спрашивая Алана, что она для него значит, и ожидая честного ответа. Внезапно раздается взрыв, и кто-то врывается, извиняясь за неожиданный визит. Он разоблачает Дороти, говоря, что они давно не виделись, связывает ее, чтобы она не сбежала, и извиняется перед Аланом за причиненные неудобства, передавая ему деньги за разбитую стену перед уходом. Когда они уходят, Шарлотта спрашивает, что Алан хотел ей сказать, но передумывает. Внезапно входит Ирука и сообщает Алану, что у них проблема и что младшей сестре Шарлотты, Наталии, угрожает опасность и нужна их помощь. Мы видим Шарлотту во дворце, где с ней плохо обращаются придворные, которые часто насмехаются над ней. Она встречает свою младшую сестру Наталию, которая замечает, что у Шарлотты руки в ранах и синяках, и дает ей лекарство. Наталья спрашивает, есть ли у Шарлотты сегодня свободное время, чтобы почитать ей книгу. Но Шарлотта извиняется и говорит, что слишком занята. Ее сестра понимает, но просит о другом, желая сблизиться с сестрой, и просит, чтобы Шарлотта называла ее без всяких титулов. Шарлотта смеется и называет ее по имени. Шарлотта просыпается в незнакомом месте и не понимает, где она, а потом понимает, что они на корабле в море. Алан и Ирука сидят вместе, и Ирука говорит ему, что младшая сестра Шарлотты, Наталья Эванс, ее сводная сестра, которой всего 10 лет, и законная наследница семьи Эванс. Алан спрашивает об их отношениях с Шарлоттой, и Ирука объясняет, что она была единственной сторонницей Шарлотты в королевстве. Шарлотта присоединяется к ним и говорит, что видела Наталью во сне, и просит Алана понять ее. Они прибывают на остров, и Алан говорит, что не был здесь уже 3 года. Шарлотта указывает на большое здание и спрашивает, не там ли была академия, в которой он учился, но Алан говорит, что это всего лишь студенческое общежитие, и что весь остров – это академия. Ирука сообщает им, что Наталья там одна, и все объяснит, когда они вернутся домой. Услышав слово «дом», Алан напрягается. Ирука говорит Шарлотте, что Алан не был дома с тех пор, как сильно поссорился с отцом, но Алан говорит, что это не важно. Ирука рассказывает, что битва длилась 3 дня и 3 ночи, в результате чего пострадала другая сторона острова, которая стала туристической достопримечательностью. Когда они идут по улице, они видят дерущихся людей, и Алан замечает, что незнакомец вмешивается и говорит, что не нужно беспокоиться. Когда незнакомец подходит к дерущимся, они начинают грубить ему, и он их замораживает. Ирука окликает его, и он мгновенно телепортируется к ним, здоровается с Аланом и благодарит Шарлотту за то, что она пришла. Он представляется как Харви Кроуфорд, отец Алана и Ируки. Шарлотта удивлена, потому что он выглядит моложе ее. Они идут в особняк, и Харви говорит Алану, что рад, что у него есть такая подруга, как Шарлотта. Алан хочет уточнить, что Шарлотта не его девушка, но Ирука толкает его локтем, намекая, что нужно подыграть. Ведь она сказала их отцу, что у Алана есть подруга, чтобы избежать вопросов. Алан пытается намекнуть Шарлотте, чтобы она подыграла, но несмотря
на свое магическое мастерство, он не может подмигнуть. Шарлотта понимает и говорит Харви, что у нее отношения с Албаном. Харви рад и спрашивает, комфортно ли ей с ним. Она уверенно отвечает, что Алан хорошо к ней относится и делает все, что она хочет, не спрашивая. Харви говорит ей, что если у нее когда-нибудь возникнут проблемы, она может считать его своим отцом и рассказать ему все, и он поможет. Шарлотта благодарит его за доброту. Харви упоминает о браке, что заставляет их нервничать и смущаться. Он предполагает, что это просто мимолетные отношения, но Алан говорит, что они пока не думают о браке. Мы узнаем, что Харви хочет, чтобы Алан возглавил академию, но Алан отказывается из-за большой ответственности. Внезапно входит женщина, и Шарлотта думает, что это младшая сестра Албана, но он поправляет ее, говоря, что это его мать, и она много врет. Алан объясняет, что его дядя хочет, чтобы он возглавил академию, и тогда он сможет проводить больше времени с матерью. Алан сразу переходит к делу и спрашивает Харви о младшей сестре Шарлотты. Харви сообщает ему, что она сейчас учится в академии вместе с ними. Похоже, в семье Эванс не все гладко, поэтому они отправили Наталью сюда под предлогом учебы за границей, пока они решают свои проблемы. Харви говорит, что это еще не все. В последнее время конкуренция между фракциями в академии усилилась. Алан спрашивает о ее отношениях с Натальей, и директор говорит, что им лучше показать, что произошло. Мы видим, как Ирока снимает покрывало с волшебного зеркала, и за Натальей появляется несколько монстров, явно с недобрыми намерениями. Алан решает спасти ее, но с удивлением обнаруживает, что Наталья глава банды и обращается с ними очень жестоко и пренебрежительно. Затем Харви просит Алана поговорить с ней, потому что он тоже доставлял много проблем в прошлом, и они могут понять друг друга. Шарлотта плачет и просит Алана что-нибудь сделать, но Харви успокаивает ее, показывая в зеркале, что Наталья платит своим подчиненным за работу и не оставляет их без вознаграждения. Это убеждает Шарлотту, что ее сестра все еще хорошая и не изменилась. Харви говорит им, что в их академии уважают свободу студентов, но в случае с Натальей она зашла слишком далеко, и им нужно убедить ее взять себя в руки и посещать больше занятий. Алан решает помочь и спрашивает Шарлотту, хочет ли она увидеться с сестрой. Подумав немного, Шарлотта понимает, что Наталья единственное хорошее воспоминание о ней с тех пор, как она переехала в особняк. Если она сейчас ничего не сделает, то будет жалеть об этом всю жизнь, поэтому она решает встретиться с ней вместе с Аланом. Но уже поздно, и они решают лечь спать. Алан забронировал для них 2 комнаты, но его мать говорит, что уже приготовила им комнаты, и они должны спать там. Когда они приходят в свою комнату, Алан расстраивается, увидев только одну кровать, но соглашается, чтобы его мать не узнала, что они с Еленой не женаты. Когда его мать уходит, Шарлотта говорит, что уже поздно, и им нужно рано вставать, поэтому она предлагает Алану лечь спать вместе. Мы видим, как Алан и Шарлотта спят вместе, и Алан извиняется перед Шарлоттой за то, что солгал своей семье и сказал, что они женаты. Шарлотта легко прощает его, говоря, что она перед ним в долгу. Алан пытается снова использовать заклинание сна, но у него не получается, и он понимает, что постельное белье обладает магической защитой. Мы узнаем, что это сделала его сестра Ирока, пообещав больше не повторять эту ошибку. Шарлотта говорит Алану, что у него идеальные родители и братья с сестрами, и немного завидует ему. Алан задумывается и спрашивает, хочет ли она, чтобы он вел себя как его дядя, но Шарлотта говорит, что это не то, что она имела в виду. Шарлотта спрашивает, что он хотел сказать, когда она спросила его мнение о ней и о том, какой он ее видит. Алан размышляет, стоит ли ему рассказать о своих истинных чувствах, и думает, что, возможно, он действительно так чувствует. Он говорит, что хочет только одного – проснуться утром, увидеть Шарлотту, выпить чаю и провести с ней время. Шарлотта понимает, что задала неправильный вопрос, и думает, что не должна любить Алана, и они оба решают не раскрывать свои чувства. Шарлотта извиняется за свой вопрос, и они ложатся спать. Ирока злится, что они спят, а она потратила столько денег на кровать и хочет отругать их, но Годзитсу пытается ее остановить. Внезапно мать Алана бросает вилку, вонзая ее в стену, и велит им замолчать. На следующий день они просыпаются, и Алан накладывает на Шарлотту заклинание, меняющее внешность, добавляя очки, тем самым показывая свой вкус в выборе девушек, что замечают Гиджи Цуилу. Они прогуливаются по академии и видят Наталью у фонтана. Алан подходит к ней и называет ее по имени. Заметив ее готовность к бою, она спрашивает, кто он такой. Алан представляется учителем на замену из семьи Кроуфордов. Ее команда сообщает ей, что этот человек когда-то наводил ужас на академию, побеждая учителей и сотни студентов в мгновение ока и разрушив гору после 3-дневной битвы с директором. Алан польщен и представляет Шарлотту как свою помощницу. Алан говорит, что директор попросил его присмотреть за некоторыми студентами и просит Наталью относиться к нему как к наставнику. Но она отказывается, говоря, что ей не нужны наставники, и уходит. Алан знал, что так и будет, и сохраняет спокойствие. Шарлотта начинает плакать, наконец-то встретившись со своей сестрой после долгой разлуки, и привлекает внимание всей академии, думая, что что-то не так. Они идут на лекцию, где Наталья исправляет ошибку учителя, впечатляя Шарлотту своим умом. Заметив это, Наталья спрашивает, почему помощница короля демонов не знает этих уроков. Алан объясняет, что она новенькая, и просит Наталью заниматься с ней в свободное время. Наталья колеблется, но соглашается, когда Шарлотта настаивает. Они стоят у фонтана, и Шарлотта благодарит Наталью за то, что та научила ее магии молний. Наталья спрашивает, зачем ей учиться магии, и Шарлотта отвечает, что хочет быть сильной, чтобы справиться с чем угодно.
угодно. Внезапно к ним присоединяются Лу и Гаджицу, играя с Шарлоттой, и все удивляются, увидев с ней водяную свинью и Фенрира. Наталья спрашивает, кто она такая. Наталья узнает, что она укротительница магических существ, и объясняет, почему они так привязаны к ней. Шарлотта уходит за едой для Натальи, которая затем спрашивает Алана, не из семьи ли Эвансов он пришел за ней. Алан уверяет ее, что он не имеет к ним никакого отношения. Наталья признается, что ненавидит свою эгоистичную семью и хочет научиться магии, чтобы сбежать от них. Алан заговаривает о Наталье, чем злит ее, потому что она отказывается продолжать разговор. Появляется мальчик по имени Крис, который во всем соперничает с Натальей и насмехается над ней, прежде чем уйти. Шарлотта сталкивается с одним из его приспешников, который оскорбляет ее, и Наталья, разозлившись, бьет его и хочет напасть на Криса. Алан останавливает ее, говоря, что драться в столовой нельзя, и это расстраивает ее, потому что он ничего не сделал, чтобы помочь ей. Алан насмешливо улыбается и спрашивает, кто сказал, что он не поможет им. Внезапно он переносит их к странному барьеру и побеждает их одного за другим, готовя большой магический шар. Шарлотта вмешивается и разрушает его, напоминая Алану, что насилие запрещено. Снаружи Шарлотта ругает их за их действия, напоминая о правиле никаких драк, и они извиняются, обещая больше не драться. Алан говорит Наталье, что если она хочет добиться успеха и быть сильной, она должна контролировать Академию, и это удивляет Наталью своим подходом. После этого к ним подходит Ирока и сообщает Шарлотте и Наталье, что она младшая сестра Алана. Увидев ее, Наталья говорит, что она должно быть опытная волшебница, раз она сестра короля демонов. Ирока объясняет, что сейчас она изучает метод Алана по контролю над Академией. Ирока спрашивает Алана, о чем говорит Наталья, и Алан отвечает, что самый эффективный метод – бросить вызов лидеру противника в той области, где он силен, и победить его. Он говорит ей, что осталось только одно испытание – схватка с Крисом, и объясняет, что ей нужно всего лишь забрать флаг у демонов. Тот, кто принесет флаг, победит. Алан говорит, что может научить ее секретному приему, хотя это почти незаконно. Он надеется, что она им воспользуется. Действительно, мы видим, как Крис расстроен из-за того, что проиграл ей, и узнаем, что он проиграл с разницей в 30 очков. Наталья спрашивает свою подругу, почему демоны закрыты. Ирока говорит, что у королевы демонов сейчас сезон кладки яиц, поэтому она в бешенстве. Затем мы видим, как к Наталье подходят ее последователи и рассказывают, что они сделали с людьми, которые их обидели. Мы узнаем, что их тренируют Гиджитсу и О. Они замечают, что Наталья голодна и идут за едой, а Шарлотта советует ей есть побольше овощей, потому что они важны для нее. Но когда они приходят в столовую, Наталья не хочет есть овощи, но делает это ради Шарлотты. Ирока чувствует, что между ними прочная связь, как будто они сестры по крови. Алан говорит, что надеется, что так и будет. Мы возвращаемся к Шарлотте и Наталья, смущаясь, предлагает научить Шарлотту новому заклинанию. Шарлотта соглашается, и они договариваются встретиться рано утром перед занятиями. К ней подходят ее последователи и говорят, что закончили тренировку, и спрашивают, могут ли они присоединиться к ней в следующий раз. Но появляется Гиджитсу и говорит, что им еще рано, и они продолжают тренироваться. Алан относит Наталью в ее комнату, потому что она уснула от усталости. Когда он открывает дверь, то замечает, как усердно она занимается. Он также замечает странную сумку рядом с ней. Ее последовательница предупреждает его, чтобы он не подходил к сумке, потому что она опасна и может напасть на него, если он подойдет слишком близко. Алан использует свою магию, чтобы изучить сумку, и обнаруживает, что она запечатана с помощью магии и биометрии. Если он попытается открыть ее силой, сработает ловушка, и ему станет интересно, что там внутри. Пока они сидят в комнате, а Наталья спит, они видят, что она обнимает сумку, как ребенка. Шарлотта говорит Алану, что это напоминает ей о прошлом, когда она читала ей, и она засыпала от усталости. Шарлотта чувствует, что должна скрывать свою настоящую личность, потому что Наталья рассказывала ей о многом, но никогда не упоминала свою семью. Она решает, что пока не будет об этом думать. Но Лу говорит, что они так хорошо ладят, что ей не нужно этого делать. Алан предлагает ей не торопиться с решением. Шарлотта понимает, что он прав, и решает подождать еще немного, прежде чем сделать выбор. На следующий день мы видим Шарлотту в ее комнате. Она собирает вещи и прощается с Аланом перед уходом. Мы видим, что Шарлотта идет тренироваться с Натальей, чтобы выучить заклинание, и через некоторое время успешно осваивает его. После тренировки Шарлотта благодарит Наталью за помощь, и Наталья говорит ей, что у нее большой талант и что в будущем она станет еще сильнее. Наталья вспоминает счастливые моменты до того, как попала сюда, и говорит Шарлотте, что хочет ей кое-что показать. Затем мы видим, как кто-то наблюдает за ними издалека и злобно смеется. Наталья возвращается в свою комнату и начинает искать сумку, но не может ее найти. Она говорит Шарлотте, что это была та вещь, которую она хотела ей показать. Вдруг она находит записку с вызовом и понимает, что это от Криса, который пишет, что если она хочет вернуть свою сумку, то должна прийти в указанное место. Наталья решает пойти, говоря, что Крис заплатит за то, что сделал, но Шарлотта пытается ее успокоить, говоря, что драться неправильно. Наталья просит ее не рассказывать Алану о том, что
что она собирается сделать, и настаивает на том, чтобы пойти одной. Она выходит из комнаты и отправляется в путь. Тем временем мы видим Алана с последователями Натальи, и они не знают, где она и Шарлотта. Вдруг появляется один из друзей Криса и сообщает им, что Крис призвал запрещенного демона. Алан понимает, что сейчас сезон кладки яиц, и они в опасности. Затем мы видим Наталью и Криса у демона. Крис бросает ее сумку в яму, но уверяет, что наложил на нее сильное магическое заклинание, поэтому она не разрушится. Он говорит, что если она хочет вернуть свою сумку, то тот, кто первым до нее доберется, победит, и начинает бежать к ней. В этот момент Алан узнает от друга Криса, что Крис был лучшим учеником в академии. Но однажды появилась Наталья и превзошла его во всех областях, в которых он был силен. Поэтому он решил победить ее любой ценой. Алан понимает ситуацию и говорит, что пойдет один, чтобы спасти их. Перед уходом он просит Гиджитсу сообщить его дяде, потому что не знает, что может случиться. Мы возвращаемся к Наталье и Крису, где Наталья снова побеждает Криса и забирает свою сумку. Но вдруг они слышат странный звук, а когда оборачиваются, видят королеву демонов Химеру. Увидев ее, Крис тут же убегает, а Наталья следует за ним. Они понимают, что должны спрятаться подальше. Наталья говорит, что им нужно разобраться с Химерой, потому что они знают, что химеры быстро убегают, когда слышат громкий шум поблизости. Внезапно появляется химера и нападает на них обоих, отбрасывая их в сторону. Она вот-вот раздавит Наталью и убьет ее. Но вдруг появляется Шарлотта и с помощью магии ранит существо, заставляя его убежать. Они сидят вместе, и Шарлотта лечит раны Натальи. Однако она говорит, что они не могут уйти, пока Крис не очнется от кома. Наталья спрашивает, то же ли заклинание, которым Шарлотта ранила Химеру, она показала ей. Шарлотта подтверждает, что это то самое заклинание, которому она ее научила. Но Наталья расстраивается и спрашивает, зачем Шарлотта пришла, ведь она могла пострадать. Шарлотта объясняет, что несмотря на всю ее магию, она все еще ребенок и не смогла бы справиться с ситуацией в одиночку. Наталья спрашивает, почему Шарлотта так заботится о ней, и Шарлотта задумывается, не рассказать ли ей правду о том, что она ее сестра. Но Наталья извиняется за причиненные неприятности и объясняет, что ей нужно было вернуть свою сумку. Когда Шарлотта спрашивает, что было в сумке, Наталья спрашивает ее о младшей сестре, о которой она упоминала раньше. Тем временем мы видим, как Алан пробирается сквозь демонов, нервно думая о том, что там есть существо по имени Саламандра, и оно не должно проснуться. Наталья говорит Шарлотте, что у нее тоже есть старшая сестра, и спрашивает, рассказал ли ей Алан о том, что случилось в семье Эванс. Она объясняет, что ее сестра ничего не сделала, и она даже не могла причинить вред какому-нибудь насекомому. Она уверена, что это принц подставил ее. Шарлотта спрашивает, ненавидит ли она свою сестру, но Наталья говорит, что она ненавидит свою семью и себя за то, что не смогла спасти сестру. Она продолжает, говоря, что когда ее сестра исчезла, она оставила все позади, и эта сумка – все, что от нее осталось. Из-за этого она может использовать магию, чтобы почувствовать, что ее сестра жива, но где-то далеко. Шарлотта узнает, что для этого Наталья использовала заклинание поиска потерянных предметов. Наталья добавляет, что хочет лично найти того, кто похитил ее сестру, но каждый раз натыкается на сильные энергетические барьеры. Она уверена, что тот, кто держит ее сестру в плену, это тот же человек, который создает эти препятствия, и говорит, что однажды она найдет и убьет его, намекая на Алана. Шарлотта уверяет ее, что скоро найдет ее сестру, но Наталья выглядит удивленной, говоря, что чувствует, будто знает ее уже давно, хотя они только недавно встретились. Внезапно Крис просыпается, плачет и извиняется перед Натальей, говоря, что не знал, что у нее такое трагическое прошлое. Но вдруг перед ними появляется Саламандра, и Шарлотта говорит Наталье и Крису бежать и позвать Алина, пока она отвлекает существо. Наталья колеблется, не желая оставлять Шарлотту, но Шарлотта уверяет ее, что с ней все будет в порядке. Внезапно существо нападает на Шарлотту, сбивает ее с ног и разрушает заклинание невидимости. Тогда Наталья понимает, что Шарлотта ее сестра. В тот момент, когда существо собирается убить Шарлотту, появляется Алан, он в ярости из-за того, что существо причинило ей боль, и произносит такое мощное заклинание, что весь остров сотрясается. Но к нашему удивлению он начинает играть с Саламандрой, и мы понимаем, что это произошло потому, что он заботился о ней с тех пор, как она была маленьким яйцом. Они выходят из руин, и Алан приводит Шарлотту в чувство, чтобы она поговорила с Натальей. Шарлотта извиняется перед Натальей, говоря, что она доставила ей много хлопот. Но Наталью это не волнует. Она достает книгу, которую Шарлотта читала ей перед сном, и просит ее прочитать ее снова. В итоге они обе плачут в объятиях друг друга. Позже мы видим Шарлотту, Наталью и Алана вместе, и Наталья узнает, что Алан близок с Шарлоттой.
Она понимает, что это он не давал ей увидеться с Шарлоттой и начинает его преследовать. Затем они направляются во дворец, где Алан и Шарлотта вместе пьют чай. Но что-то беспокоит Алана. Он спрашивает, почему Шарлотта спросила его о его чувствах к ней той ночью. Шарлотта тоже думает об этом. Они начинают говорить одновременно. Внезапно входит Миша, приветствует их, потому что давно их не видела, и протягивает им сверток, прежде чем уйти. Когда они открывают сверток, то находят круг призыва, и Алан вспоминает, что оттуда может появиться что-то опасное. Он просит Шарлотту отойти. Но из портала призыва появляется Наталья, которая просто хотела навестить Шарлотту. Однако они с Аланом начинают спорить, потому что не в лучших отношениях и, кажется, готовы подраться. Но вдруг в комнату врывается Дороти, сбивает с ног Алана и протягивает ему свой роман, который она писала, прося помочь ей закончить вторую часть. Алан не хочет помогать, потому что в прошлый раз, когда он это сделал, стены их дворца были разрушены. Позже мы видим, как они ужинают, едят и пьют, счастливые, и в конце концов засыпают. Среди ночи Шарлотте снится, что мать ни с того ни с сего наказывает ее и бросает в подвал. Но Алан приходит на помощь как настоящий герой и спасает ее. Шарлотта просыпается и идет в комнату Алана, говорит, что не может уснуть, и спрашивает, можно ли ей остаться с ним. Алан соглашается и ведет ее пить какао, пока они смотрят на звезды. Этот момент настолько романтичный, что любой одинокий человек захотел бы умереть, честно говоря. Один за другим их друзья выходят из укрытий, и Наталья говорит Алану, что отрежет ему руку за то, что он держит ее сестру за руку. Алан выходит из себя и нападает на них, потому что они испортили момент. Тем временем мы переносимся в королевство Нероса, где принц узнает от своего информатора, что они нашли Шарлотту.